Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. На прошлом занятии мы с вами научились строить перспективу городского пейзажа, а сегодня я вам покажу процесс создания этой акварели без маскирующей жидкости и без применения гуаши, только вода и акварель. В фильме вы слышите авторскую музыку нашей семьи. Я хорошо смочила лист с двух сторон, для того, чтобы он разгладился и чтобы дольше сохранялась влажность самого листа при работе. Промывание водой рисунка желательно для акварели, для того, чтобы не оставалось жирных пятен и лишнего графита на листе. Далее я закрепляю лист бумажной малярной лентой во избежание скручивания уголков листа при работе. Хотя плотность этого листа 300 грамм, это Баухонг, профессиональная серия, текстура сатин. Я применяю в работе бумажную салфетку, которая впитывает лишний пигмент в нужных местах. По влажному листу очень приятно работать, краска растекается. Я наношу основные цветовые отношения. Они как маячки в работе, на которые я буду уже равняться в дальнейшем. Не смотрите, что сейчас акварель очень яркая. Она впитается в структуру листа, влага лишняя высохнет и акварель чуть высветлится. А пока пигменты хорошо смешиваются между собой. Я решил прорисовать дорогу, аллеи, по которой идет влюбленная пара, и синие цвета самого неба, деревьев. Кое-где оставляю места расположения световых гирлянд. Слева у нас находится здание, но я их выполняю пятном, обходя какие-то моменты, которые должны оставаться освещенными.
каком-то плане кому-то может показаться, что без маскирующей жидкости работать сложнее, но если заранее понимать, где у тебя должны оставаться освещенные участки, ты можешь их спокойно обходить. Просто такая техника работы требует больше времени. Краски у меня выдавлены на пластиковую палитру. В помощь мне идет керамическая палитра в виде тарелки. Пока я работаю более плотными и темными пигментами, вода постепенно у меня окрашивается, и в скором времени ее надо будет поменять. Конечно, я могла здание нарисовать более подробно, но здесь весь смысл в том, что влюбленная пара идет по аллее со сказочным освещением, и все внимание, конечно, должно уделяться атмосфере, а не конкретно каким-то деталям, которые могут отвлекать зрителя от основной идеи. Видите, и без гуаши акварель имеет такие пигменты, которые очень хорошо выделяются на темном фоне. Я чуть смазываю дальние фонари, чтобы они не казались нам таким строгим частоколом. Конечно, ближайший фонарь должен прорисован быть более четко. Чуть сбрызгиваю поверхность листа, так как мне нужно было добиться более плавных переходов. Все время проверяем влажность листа. Приступаем к прорисовке силуэтов влюбленной пары. Начинаю с девушки.
Работаю с заливками. На девушке куртка с меховым капюшоном. Молодого человека я заливаю пока средним тоном, потом я впоследствии добавлю тона в его силуэт. Приступаю к деталям фонарей. Но здесь тоже очень важно, чтобы фонари не казались нарисованы лучше, чем сама пара. Здесь я чуть уплотняю фигуру молодого человека. Добавляю плотности снегу. И приступаю к самому ближайшему фонарю. Начинаем прорисовывать мелкие детали, веточки деревьев. Как раз крона этих деревьев и создает нам такую интересную композицию арочного туннеля. Видите, чем интереснее структура веток, тем композиция становится более насыщенной. И в то же время эти ветки не берут очень большое внимание на себя, а только помогают эмоциональному восприятию этой композиции. Пройдемся по деталям гирлянд, продолжим их по оси фонарей. Деревья тоже кое-где освещены. Я чуть уплотняю массу веток деревьев и добавляю светящихся гирлянд на дальнем плане. Ставим автограф. И акварель
наша готова. Напишите в комментариях, понравился ли вам такой сюжет. Если вы будете рисовать со мной, прикрепляйте, пожалуйста, фотографии ваших работ в комментариях под этим видео. Я надеюсь, что этот мастер-класс был для вас чем-то полезен. Кое-где краска затекла под малярный скотч, но это добавляет тоже некой живости сюжету. До встречи, друзья, в творческой студии Елены Тюриной.